Всем привет! Вы на канале Ноутбук Minutes Buy, и сегодня у нас на обзоре игровой ноутбук Dell G3 3590. В обзоре расскажем о достоинствах и недостатках ноутбука, а также протестируем в тестах и современных игр. Обозреваем одну из топовых модификаций ноутбука с IPS матрицей 1920 на 1080 на 60 Гц, дискретной видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1600 T-Max Q Design на 6 ГБ, процессором Intel Core i7-9750H, двумя накопителями SSD на 512 ГБ и HDD на 1 ТБ с операционной системой Windows 10. В отличие от большинства современных игровых моделей, ноутбук выполнен в классическом дизайне, за исключением крепления матрицы. Экран держится на одном шарнире. Корпус изготовлен из пластика. Верхняя крышка матовая, а palmrest глянцевый. На верхней крышке зеркальный логотип Dell синего цвета. Поверхности не очень маркие. Нижняя часть из пластика с перфорацией и прорезиненными ножками синего цвета, чтобы ноутбук не скользил, стоя на гладких поверхностях. В ноутбуке Dell G3 3590 установлена полноразмерная клавиатура с дополнительным цифровым блоком. Кнопка включения вынесена за пределы клавиатуры и находится по центру ноутбука. Клавиатура, честно, не очень приятная при наборе текста. Гравировка на клавишах белого цвета. Подсветка клавиатуры светло-голубого цвета, имеет два режима яркости. Тачпад в ноутбуке размером 105 на 80 мм выделен синей окантовкой, не прогибается, имеет достаточную чувствительность. Но тачпад смещен чуть влево, поэтому иногда вырыв будет мешать. По габаритным размерам ноутбук довольно стандартный для современных игровых моделей. Толщина 2,32 см, вес 2 кг 340 грамм. Блок питания с выходным напряжением 19,5 вольт при силе тока 9,32 ампера с круглым штекером, что очень удобно. В ноутбуке установлена хорошая IPS матрица диагональю 15,6 дюймов с разрешением 1920 на 1080 и частотой обновления 60 Гц. Матрица матовая, поэтому на солнце и под прямыми лучами света не бликует. Утечки подсветки и засветов на экране мы не обнаружили. Цветовой охват довольно слабый, покрывает 60% пространства sRGB. Угловые обзоры матрицы ноутбука широкие, при отклонении к дисплея по вертикали и по горизонтали изображение не теряет в цвете и контрастности. Для профессиональной работы с графикой матрица точно не подойдет. На левом борту ноутбука Dell G3 3590 находится один разъем USB версии 3.1, один разъем USB 3.1 Type-C, один разъем HDMI, комбинированный аудиовыход для микрофона и наушников, сетевой разъем RJ45 для подключения интернета, разъем для подключения блока питания. С правой стороны расположен слот замка Kensington Lock, картридер, два разъема старой версии USB 2.0. В задней части ноутбука находятся две вентиляционные решетки. За звук в ноутбуке отвечают два стандартных стереодинамика. Звук типичный для недорогих игровых ноутбуков, без низких частот и без объема. Бюджетный встроенный микрофон и веб-камера на 0,9 мегапикселя подойдет только для семейных видеозвонков. За беспроводную передачу данных в ноутбуке отвечают Bluetooth и Wi-Fi пятых версий. В данной конфигурации ноутбука установлен мощный процессор Intel Core i7-9750H на 6 ядер и 12 потоков. Штатная частота 2,6 ГГц, а в режиме турбобуста 4,7. В ноутбуке установлено 8 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4 двумя планками от Hynix. А на материнской плате всего два слота, поэтому для того, чтобы увеличить оперативку, придется заменить одну планку или две планки, а не просто докупить вторую. Максимальный объем оперативной памяти 32 гигабайта. В качестве хранилища данных в ноутбуке используется быстрый SSD накопитель на 512 гигабайт от фирмы Patriot и 2,5 дюймовый HDD объемом 1 терабайт. В ноутбуке две видеокарты, встроены в процессор Intel HD Graphics 630 и внешне NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max Q Design на 6 ГБ. Ноутбук довольно легко разбирается, откручиваете 10 винтов аккуратно
поддеваете корпус на себя со стороны шарнира матрицы, и у вас появляется доступ к системе охлаждения. Можно заменить модули оперативной памяти и накопители. Нюансом является то, что 4 винта возле шарнира матрицы не выкручиваются полностью, поэтому будьте внимательны. Протестируем производительность ноутбука и начнем с AIDA 64. В тесте производительности центрального процессора CPU Queen набираем впечатляющие 37 352 балла. В тесте производительности процессора CPU Z получаем в однопоточном режиме 476 баллов, а в многопоточном 3573. В бенчмарке FarMark получаем 5005 баллов, при среднем FPS 83. Максимальная достигнутая температура всего 64 градуса, то есть ноутбук не грелся. В бенчмарке теста GPUMark получили 12103 балла. В Geekbench 5 версии получили результаты следующие. В однопоточном режиме 1157, а в многопоточном 5390. В Cinebench 15 версии процессор набрал 1266 баллов, а видеокарта отработала с FPS 142. Протестировали ноутбук и в Ungeekhaven Benchmark 4 версии на ультра-экстремальных настройках. Набрали 3275 баллов, при среднем FPS 130, максимальный FPS 273, минимальный 9,3. Проверили также, как ноутбук рендерит 3D сцены в Blender Benchmark версии 3.3 и получили результат 8226. То есть с графикой и видео на ноутбуке получится поработать, но повторимся, желательно подключить внешний монитор. Тест SSD и HDD накопителя в программе Crystal Disk Mark показал стандартные результаты как чтения, так и записи информации. Никаких просадок скорости нет, так как и выдающихся скоростных показателей мы не увидели. Что же Dell G3 3590 покажет в играх? Для начала запускаем бенчмаркер World of Tanks на ультрамаксимальных настройках. Получаем отличный результат и 20449 баллов. Играть в танки онлайн сможете на самых высоких настройках графики. В бенчмарке гоночного симулятора Forza Horizon на средних и высоких настройках получали стабильные 60 FPS. Таким образом делаем вывод, что поиграть в Forza Horizon 5 версии мы сможем даже на высоких настройках графики. Но сам тест рекомендует играть на средних настройках. Возможно, сказывается всего лишь 8 гигабайт оперативной памяти на борту ноутбука. Также провели тест в бенчмаркере Cyberpunk 2077 на средних настройках. Получаем средний FPS 44, минимальный 31, максимальный 77. Число кадров 2826. Поиграть в Cyberpunk нам удалось на средних настройках. Данные тесты правдивы. Просадок FPS ниже 30 мы не наблюдали. До сих пор очень популярный GTA 5 ноутбук предсказуемо ведет себя очень хорошо. На высоких настройках игры ниже 60 FPS не опускался. То есть в GTA 5 на данном ноутбуке от Dell можно играть на максималках. С игрой World of War та же ситуация. В режиме игры на стандартных настройках имеем стабильный 50 плюс FPS. В ноутбуке установлен несъемный литий-ионный аккумулятор Type 266G9 на 3 ячейки емкостью 4225 мАч, запасом энергии 51 Вт-часов. В режиме работы с документами ноутбук продержится без зарядного устройства порядка 5 часов. Подведем итоги. Dell G3 3590 в нашей модификации это очень хороший игровой ноутбук под любые цели. Тесты производительности процессора и видеокарты показали самые высокие результаты за все время наших обзоров. Любые повседневные задачи по учебе и работе будет выполнять на 100%. В большинство современных игр вы сможете поиграть на средних и высоких настройках графики. Ноутбук очень хорошо рендерит видео, поэтому использовать для работы с графикой его можно, но необходимо подключить внешний монитор, так как цветопередача матрицы очень слабая.
Из минусов выделим посредственную клавиатуру и матрицу. Установлены две планки оперативки по 4 гигабайта. Лучше бы, если бы стояла одна планка на 8 или на 16 гигабайт. Самым главным минусом является корпус, а именно шарнир крепления матрицы. Ломается корпус в этом месте очень часто. По соотношению цена-качество мы поставили данному ноутбуку 6 баллов из 10. Только из-за брака по шарниру матрицы. Если бы матрица крепилась бы стандартно к корпусу, ноутбук легко бы мог получить 9 баллов. Всем пока, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте вопросы, а мы постараемся чаще выпускать видеообзор ноутбуков различных типов.